Привет, Ирман. Привет, Добрый вечер, добрый Дарья. вечер. Добрый Рада с вечер. тобой сегодня увидеться. Спасибо, что нашел для меня время. Да, наконец-то. Ну, Да, извини, мы мы немножко, давно, немножко да, отложили, да, да, мы давно хотели записать с тобой видео правильно. для моего YouTube-канала, но все-таки как-то не складывалось, и вот теперь момент настал. Немножко мы изменили с тобой не то чтобы тему, но ключевые моменты разговора, так как все-таки сейчас горячая тема — это ситуация в Украине. Ну и поговорим с тобой о периоде, когда ты жил в Украине, и, в общем, о твоем впечатлении и также твоем, возможно, мнении об этой ситуации, которая сейчас И русский язык развивается. тоже. Да, и о Вот русском так. языке, конечно, да. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Эм, э, Я знаю, что ты провел несколько лет в Украине, ты Мгм. прожил там. С какого года, напомни? Да, получается, я сам турок, учился во Франции до 5-го года, потом работал 2 года тут в Швейцарии. Потом мне, скажем так, ну, предлагали работать в Украине. Мгм. Это было в конце 7-го года, 2007 года, и я переехал именно, кстати, в мой день рождения, да. М. И я там реально прожил 10 лет. 10 лет прожил в Украине, да? Конечно, конечно, 10 Мгм. лет, после которого я приехал в Дубай, и последний год тут вернулся, скажем так, в центре. Да, да, и я не знаю, у меня нет, к сожалению, слов уже 13 дней сегодня, о чем, что происходит в стране, потому что у меня еще жена украинка, я Да, да. через месяц буду праздновать свой 10 лет свадьбы, и мы вместе 13 лет, я там жил 10 лет, ну, просто сотни друзья, просто сотни. Да. И Украина для меня, ну, реально, скажем так, очень от самого сердца, как вторая родина. 10 лет я большой фанат Одессы, ты знаешь, я реально каждое лето проводил Да, время, да, 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 ты каждую мне улицу говорил знаю, раньше. да. Да. А И, Киев у конечно же, меня, Да, ты в Киеве, правильно? В Киеве да, жил. и после, скажем так, последних событий я реально, я этого знал, но, к сожалению, это очень жаль, что я так реализовал, понял, что это реально как... Потому что я жил в Турции до 18 лет. Ну, представь, ты себе знаешь, скажем так, после 10 лет, 12 лет, значит, я там жил 6 лет, который плюс-минус как какой-то человек, который себя знает. А потом я проводил практически с 26 до 36 лет, 10 лет самый вот значительный, важный, работал, заработал, нашел любовью, много друзей, ну просто много друзей, с которыми ты реально сколько жил, поделился, и поэтому последнее событие у меня просто удар в сердце, я не знаю, очень тяжело, Мгм. но вот, что я могу сказать. Да, Да, вот так, понятно. это коротко обо мне, сори. Коротко о тебе. Да. Эрман, ну, во-первых, хочу тебя поздравить с твоим отличным уровнем русского языка. Нет. Да, да, да. Да, конечно же, 10 лет ты провел в Украине. Я так понимаю, Мгм. ты в основном общался на русском языке, да? Там история такая, следующая. Мы типа, ну это было еще до кризиса 8-го года, мы туда прилетали, типа экспаты, ха-ха-ха, хи-хи-хи. И, ну, честно говоря, это первый раз, когда я реально чувствовал себя как иностранный человек, потому что во Франции и в Швейцарии я говорил на французском, поэтому я чувствовал себя отлично на месте, Мгм. вот никаких проблем нет, ежедневно, скажем так. А когда, блин, прилетал в Киев, извините за слова, хотя бы, и вот знаете, все, что написано, все билборды, все знак, они на русском, на кириллском, поэтому
честно говоря, первый даже... На кириллическом Понятно, шрифте, да, шрифте, на кириллический шрифт. Да. А Мгм. мне реально, скажем так, последние 2-3 года я даже без никаких усилий, никакой претензий, я ничего не учился. Но потом у меня был, для зрителей, которому, наверное, будет интересно, рядом все коллеги, местные коллеги, они говорили на русском. Вот Мгм. если кто-то нас Мгм. смотрят и говорит, в Украине нет русского языка или там Мгм. убивают, вот это просто ложь, ребята. Вот моя жена, который вот украинский человек, патриот, мы даже с ее семьей всегда говорим на русском. На русском. Мгм. Я на русском. И когда поедете куда-то, куда-нибудь в Запад, тогда, да, люди более, скажем так, привыкли говорить на украинском. Но все это Киев, Днепр, Одесса, то это реально русскоговорящие. Никто никому ничего никогда не запретил. Да. Короче, если вернемся в язычный вопрос, да, потом я понял, что у меня что-то сформируется, какое-то знание русского языка, но без структуры. Мгм. Вот грамматика слабая, что-то знаешь, но что-то не конкретно. Надо Мгм. я Мгм. тогда понял, по-моему, это был 12-й год, уже значит. Слова ты понимал, да, но не Да, понимал, как да, они организуются в вот, предложение. падежи, Падежи — потом это сложная тема, да. вот, Да. кстати, я люблю грамматику, это очень важно. Я понял, я сказал себе, вот это, по-моему, пришло время, надо Заняться. обратить внимание, да. Да, да. Я тогда, если я, по-моему, ей отправлю ссылку, она, по-моему, наверное, будет гордиться. Хотя сейчас ей тяжело, по-моему. Она была тогда, как называется, преподавательница Динамо Киева, который тоже учил вот это все иностранные легионеры игроков. То Так, есть понятно. Татьяна зовут, большой привет. Мгм. И она реально, она была очень строгая, вот у него была хорошая методика, Мгм. и мы Ты с учился ней на курсе или с частным на образом? частном, да, Частные на частном. занятия. Мгм. Мгм. Но у меня, скажем так, подход такой, когда я что-то делаю, хотя я делаю 3 месяца, но очень интенсивно. Вот в 2012 году 3 месяца, типа 4 раза в неделю, практически каждый раз 2 часа, получается 8 часов, но еще домашние задания. Когда, например, утром ездили на работу на машине, у меня был какой-то CD, тогда были CD, вот, Мгм. то я, Слушал. как называется, да, слышал каждый день какой-то разный урок, типа упражнения, тогда у меня был реально 3-4 месяца вот полный русский язык. Погружение, Потом, да? конечно, да, реально, да, 100%. Потом, как обычно, мне надоел, извините за слова, вот меня все, хватило, скажем так. И такой же был в 2013 году. В 2013 году тоже 3-4 месяца с Татьяной, очень интенсивно, 3-4 раза в неделю, домашние задания, CD-шки, много упражнений. Но даже после 13-14 года мы никогда говорили дома на русском, потому что не хватило, по-моему, все-таки практики не хватило. Мгм. Вы Даже на сначала работу говорили на английском, да, со своей все-таки, да. женой? Да. Мгм. С своими ребятами, и кроме пару слов, всегда на работе для важнейшей, скажем так, только на английском. Потом я переехал в Дубай в конце 17 года, 18-го, начало 18-го. А я реально понял, что я так любил Киев. Вот Киев реально мне не хватило, не хватило Киева просто. И я еще был сам один первые 3-4 месяца. И потом я как маленький дурачок, я начал читать. Например, у нас в Украине есть разные сайты, например, Bin.ua – это финансовый сайт, Мгм. Мгм. новости о финансах. Мгм. Я начал реально сначала только семи в АЗС, типа какой-то ДТП, прогноз погоды. Вот реально начал читать каждый день. Это Какая цена? русскоязычный Это сайт? русскоязычный, Мгм. абсолютно. Мгм. Bin.ua. Они пока не работают, к сожалению, из-за войны. Да. Bin.ua. Потом я, скажем так, сделал какой-то апгрейд.
я перешел на МВУА, это уже вот серьезный журналистика, скажем, серьезная. Вот. И каждый день какую-то статью, вот так, начинаю читать. И потом, и следующий шаг, это был тоже, я, скажем так, начал тоже смотреть блоги в YouTube, на YouTube, на русском. На русском. Влог, Влог, да, да. на русском, да. Это все в течение, скажем так, 3-4 месяца. Потом прилетала жена. Как я прилетала? А я начинаю говорить типа, на русском. Да, на русском, это по-русски. Типа. Она говорит, what's wrong with you? Типа, что-то не так с тобой. Я говорю, подождите, я очень сильно скучаю за Киевом. Да, я 3-4 месяца. Вот. И я в том же время, ты знаешь, что я делал? Вот это все маленькие, по-моему, лайфхаки. Например, я, какой глагол надо использовать? Я начал использовать свой телефон, iPhone, на русском. Вот это лайфхак, вот это так. Точно, да. Вот так, да. Помогает. Это лайфхак, да. Но, конечно, есть моменты, когда, ничего не понимаешь, что-то написано на русском, как дает какую-то ошибку, не понимаешь. Но, вы знаете, это как в жизни, надо реально ударить, а потом противник в какой-то момент слабеет, да, он падает, и все. И потом ты его победил. Вот так. Потом, по-моему, лето 2018 года я тоже прилетал в Киев, и своими друзьями, они тоже, я не хочу использовать плохие слова, но они просто вот так, глаза как 5 копейки, говорят, что с тобой тут? Они говорили, камень упал на твою голову, как ты вот так свободно говоришь? Я говорю, просто говорю. Просто практика. Практика. Правильную ты выбрал стратегию, ты сначала выучил лексику, потом перешел на грамматику, правильно, подтянул структуру предложения, занимался, слушал много дисков на русском языке, потом читал. Много читал на разную тему, да, сначала по твоей теме, потому что ты в финансах работаешь, то есть для тебя это было интересно. А потом высший пилотаж — это влог, там, где это влог. Разговаривают быстро на разные темы, не всегда понятно, много сленга, наверное, да. И по поводу сленга, например, кстати, есть реально для меня, наверное, для студентов есть реальная разница. Когда, например, читать какую-то официальную статью, где-то в МВУА, где-то в БИНУА, более журналистичный язык, это проще, чем когда, например, есть, как называется, мнение. Какой-то автор, какой-то журналист дают свои мнения. Вот для меня, я для их рекламу, извините, вот это МВУА, у них тоже очень хорошие, скажем так, качественные опыт, как называю, авторы, когда они пишут какой-то опыт, мнение, вот, это более богатый язык со сленгом и так далее, значит, сложнее понимать. Поэтому, да, для людей, которые учатся русский язык, не надо, во-первых, никогда сказать, это сложно, это требует время, это точно. Наверное, усилия, год-два. Мотивация. Да, это считать как марафон. Да, это как марафон. Наверное, год, наверное, 2. Не надо никогда остановить усилия, просто продолжать, тупо вот до конца. И я сам верю, что если человек делает усилия, в какой-то момент будет, по-моему, какое-то достижение, какая-то победа, скажем так. Вот так. Это моя история с русским языком, скажем так. Да. А вообще расскажи свои впечатления об Украине. Ты сказала, что тебе очень нравится Киев. Киев это для меня... Какие люди в Украине? За что тебе нравится Украина и Киев? Расскажи. Да. Я не говорю прямо, что девушки мне нравятся, потом моя жена меня убьет, по-моему. Подождите, слушайте, реально Киев для меня это вообще как родина. Родина. Много друзей. Просто вот
человечески это тяжело. Ты знаешь, как я был первые 2-3 дня, просто в шоке. Реально, потому что, ну, я не хочу идти в детали, но в прошлом году я потерял несколько любимых людей из-за ковида и так далее. Но никогда был такой вот удар и прямо в сердце. Я знаю практически каждую улицу. Есть везде что-то, вот какой-то история, какой-то опыт. Мгм. Где-то там сидели, что-то там кушали. Друзья просто... Вот это проблема. Вот, человечески это плохо. Сколько друзей. И вот я жил во Франции, в Швейцарии, Турции, Дубае. Я никогда себя так чувствовал в комфорте, в безопасности, как, потому что я даже, ну, я был студентом был во Франции. Мы там видели какой-то расизм, какой-то вот намеки, что ты типа человек второго уровня. Ну, мы это видели даже в Швейцарии тогда-то 15-20 лет назад. Но в Украине меня всегда уважали, относили со мной реально очень приятно. Если вы относитесь с кем-то приятно, вот украинцы, они очень добрые люди. Вот поэтому, когда я слушаю там нацисты, там фашисты и так далее, это меня просто капец. Извините Мгм. за слово капец. Верить просто невозможно. Это когда, если россияне, они это верят, это человеческий жал. Очень мирный, очень добрый, очень людям помогают. Но там всегда у каждого не надо, как надо говорить, to generalize, to общее, да, Мгм. не надо Да. говорить общем. Ну, Мгм. люди обычно очень приятные, очень приятные. Всегда во всех странах есть плохие люди тоже. То есть мы Да. не ангелы. Мгм. Но Да. я очень комфортно жил в Украине, много друзей, много людей знал. Я просто в шоке, как человек, в шоке. И О том, еще вот о том, что началась война. ну, когда вот кто-то говорит там нацисты, фашисты и так далее, это просто в 21 веке. Ты меня знаешь, я люблю читать разные страны. Мгм. Всегда у меня есть, скажем так, я люблю иметь свое мнение, искать это, свое мнение. Мгм. И вот в 21 веке, когда у вас там пропаганда, и вы тупо верите, не проверите вот информацию. Это жал. Как человек, это жал. Потому что Бог нам всем дал мозг, Возможность. надо, Мгм. мозг есть, надо использовать Мгм. его. Но ответ на твой вопрос, Киев, это для меня вот любимый город, навсегда будет, Да. разрушенный или нет, мы будем его любить. Если разрушенный, будем, как называется, строить еще раз. Восстанавливать. Восстанавливать, Восстанавливать. перестроить, Мгм. строить еще раз. Вот так. Но, да, сложно, человеческое сложно. Да. От себя добавлю, возможно, кто-то из наших зрителей не знает, я родом из Восточной Украины, Да. из Луганска. Я жила в Киеве 2 года. В 2004 году 1 год училась в Мгм. магистратуре. И в 2010 году 1 год я жила Я тоже в помню, Киеве. Да, мы 10 тогда да. с тобой познакомились в Да, 2010 году. Моя любовь к Киеву началась, наверное, вот в 2004 году, когда я приехала учиться, и не заканчивать до сих пор. У меня тоже очень много друзей осталось в Киеве, очень много бывших коллег. И как и ты, я тоже, у меня есть везде, в каждом уголке города какое-то место, где я была, где я с кем-то, возможно, встречалась, с кем-то пила чай, кофе, ам, любимые мои парки, любимое мое да. метро, Мариинский парк, Мариинский да, парк, опера, опера, блин, да. Конечно, да-да. да. Эм, Нет, я там опера, там, я не знаю, вот сколько раз я там был, в НСК Олимпийский, даже в стадионе Лобановского. Я большой фанат спорта, да. у меня был, как называется, сезонный билет «Динамо», ну, Лига чемпионов, тогда там
сколько опыт, сколько истории, моментов. Вот, когда я вижу сейчас, что происходит, это просто Да, мое ну, сердце тяжело. просто разрывается, Абсолютно. когда я вижу кадры в медиа, и которые Мгм. сообщения читаю от моих друзей. Вот на сегодняшний момент практически все, кого я знала, мои друзья, то есть, скорее всего, Мгм. это более такой молодежный возраст, то есть, ну, это Мгм. люди от 30 до 40, наверное, вот так. Сейчас они в основном выехали из Киева, а также у меня есть часть моей семьи, двоюродные братья, тетя, дядя и двоюродная сестра и Мгм. ее семья, ее ребенок. Они жили в Харькове, э, Я вот, знаю. да, да, и они смогли выехать тоже буквально несколько дней назад. Не могу передать словами, насколько это большой стресс для меня и для Мгм. их тоже. Окей, я не живу сейчас в Украине, и мне, можно сказать, должно бы быть легче, так как я не участвую в событиях, но даже смотреть со стороны это очень больно. Я только могу Мгм. представить, как чувствуют себя люди, которые реально находятся под бомбежкой, реально у них угроза для их жизни Мгм. есть. И, конечно, когда я смотрю, насколько разрушен город Харьков и э, под Киевом города Буча, Ирпинь, Вообще. Чернигов, я не могу спокойно на это смотреть, и Вот, мне например, не верится мне, что мгм. может до такого дойти. Конечно, были разговоры о том, что возможно наступление в ближайшее время, но ни я, ни все мои друзья и члены семьи, которые живут в Украине, Никто до не верил. последнего не верили в это, Да, или даже если они говорили, ну, возможно, что-то будет, да, на границе, но там им дадут это в отпор, и восточном стороне, да, стороне. только Восточная область, скорее всего, Харьков, Луганская область, Мгм. там им дадут отпор, и, в общем-то, все должно быть хорошо для нас, но никто не ожидал такой силы, и никто не ожидал, во-первых, наступления с севера, то есть я думала, что Киев, ну, точно в безопасности. Ам, Но, к сожалению, получилось не так. да, И, Дарья, да, у меня тоже, например, ну, я ему, по-моему, отправлю эту ссылку тоже, чтобы он видел. Он уже даже не друг, он у меня как братан младший, да, реально в бомбоубежище. Нет, у него семья из Мариуполя. Большой привет, Мариупол, который, к сожалению, сейчас находится в очень-очень тяжелом состоянии, да, да, практически на грани, окруженный, на грани да, да, гуманитарной окруженный. катастрофы. Да, там я даже не хочу озвучить, Да, блин, там просто, как говорят, да, освободят сейчас вот это русские. Да, да, нет связи, нет, представьте, тепла, вы нету не можете света, нету мобильного, созвониться да. со Мгм. своими родителями уже там 3-4 дня, 5 дней. Я все эти, даже его родителей очень близко знаю. Наверное, я тебе даже рассказывал. Летом я был у него в свадьбе. Как на русском говорят, генерал свадьбы, типа, который очень важный гость. Я так чувствовал себя, вот они Мгм. мне так, ну, ну обратились, сколько Обращались к тебе мы так. очень близко, Мгм. да, 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 Да. очень близко знаем друг друга, обнимаемся, вот сколько вот столько приятных моментов в свадьбе и так далее. И зная сейчас, что у этих людей просто ад, Да. ш- что ты хочешь, что я чувствовал? Вот. И у меня, я не хочу тоже в эфире озвучить плохие слова и так далее, но у меня уже 13 дней, я хочу, ну, скажем так, держать лицо сейчас в Ютубе, но я тоже
очень злой, но на твои эфиры я буду хорошим, Приличный. приличным. Да. Да. А скажи, вот ты все-таки больше, наверное, следишь за новостями, читаешь, мониторишь, Стараюсь да, так как ты все-таки работаешь в банковской сфере, и тебе нужно следить за ситуацией в мире, которая, в общем-то, влияет активно. не только на политику, но и на экономику. Когда ты понял, что ситуация достаточно серьезная и что война все-таки очень близка? Что для тебя стало вот самым э, последним, как бы таким убеждающим моментом, что ты понял, что, блин, это будет? Да. Получается два, скажем так, два момента. Первый, ну, как зрители тоже видят, я смотрю, я понимаю, типа, свободный, скажем так, русский язык. Поэтому я смотрел, вот это был 21 числа, февраля, 21 февраля, обращение вот этого человека. Два момента. Во-первых, да, я посмотрел в прямой эфире господина президента. Российской И Федерации. да. И вот и до этого момента вот у меня был какая-то надежда, что не будет. Я тоже ожидал какой-то выспышка где-то в восточном части, скажем так, что-то, какая-то провокация, потому что мы все-таки живем уже 8 лет, сколько там, 8-9 лет, 8 лет. Да, Там 8. есть иногда обстрелы и так Да, далее да, да. с этими сепаратистами. Да. Да, так как Я... у меня много родственников моих живет еще в Луганске, они слышат иногда обстрелы, Да. они по Короче, линии разграничения проходят, но, в общем, ничего серьезного все не равно нет. происходит. Да. Да. Я смотрел его, я даже днем на работе, мы все через вот интернет открыли в большой экране, там был какой-то Совет Безопасности. Да, они все говорили, но это практически без смысла, это большой театр, скажем так. Вечером я смотрел его личные обращения своим гражданам, это 45 минут. И я смотрю, идет дальше, и там, как называется, тон очень агрессивный, очень злой. И я тогда говорил, блин, это нехорошо, по-моему, в конце он будет заявить какой-то или войну, или что-то. Вот. Я тогда вот в течение этого обращения я начал уже подумать, что-то будет, ну, скажем так, серьезного. Это было 21-го. И как анекдот, скажем так, он потом записал свою вот это четверг утреннюю обращение тоже 21-го, потому что специалисты через метадата они понимали, что этот кусок был тоже записан 21-го. Он был вот такой злой, такой агрессивный. И это был первый момент, и потом именно вот среда, тогда были тоже заявления Лаврова, глава МИДа, еще господина президента, так очень агрессивные, очень, как называется, унижительные вот, ну, против Украины. Очень агрессивные комментарии мы видим напрямую через наши терминалы, там называется Bloomberg. И еще все активы начали упасть, ну, очень драматично, очень, ну, очень серьезно начали упасть, вот это сене. Там облигации, акции, так, очень серьезно. Так, никогда не видно такой агрессивный, как мы называем, price action, да? Это называется, вот, как двигался, как упал сене у активов Украины и тоже России. Этот день мы говорили, это нехорошо, это вот идет, наверное, что-то кто-то знает, и у людей есть страх, вот видно, когда вы смотрите сцены, как мы профессионалы, мы понимаем, что это нехорошо, но все-таки это был цены, еще ты не... говоришь, цены, да? Да, Цены цены облигации, на облигации, ага. Облигации, акции в том числе тоже. И тогда мы понимали, что это уже серьезное дело, наверное. И в четверг утром, к сожалению, случилось, да. И вот так, это было два момента, когда
вот именно я могу определить как само для меня говорящее, да, Да. мне что-то, к сожалению, будет. Да. Да. У меня тоже были два момента. Первый, когда я узнала, что в так называемых ЛНР, ДНР зоне, областях объявили о эвакуации людей с детьми. Мгм. Это было, Кстати, да, кстати, да. это было до 24 До, февраля, это да, было да. несколько дней до того. 22-го, по-моему, Как-то вот так, 1-го, да. 2-го где-то 21, так. 22 и 23. Вот, Да. по-моему, как-то так было. Возможно, да, абсолютно, Да. да. И в те же самые даты, в те же самые дни объявили о мобилизации в этих областях. Да. Я подумала, значит, что-то Кстати, готовится, что-то готовится. А также тревожным моментом стало, когда я услышала, что выводятся дипломатические миссии из Украины. Я подумала, они тоже что-то поняли, что что-то будет реально серьезно, и просто так дипломатов не увозят. И вот тогда, конечно, стало понятно, что что-то серьезное затеивается, но все равно до последнего момента я думала все-таки, что обойдется, что это будет какой-то, возможно, локальный конфликт, или что будут объявлен какой-то раунд переговоров, но, к сожалению, пошла полномасштабная война. к сожалению, да. К сожалению, да. Следующий вопрос такой, конечно, хочется верить в лучшее, но все-таки, как ты думаешь, чем может закончиться, Значится. чем все-таки может закончиться захватом восточных и южных территорий Украины, или все левобережные Украины по Днепру, или вообще всей Украины, даже... Во-первых, надо подчеркнуть, что я никто. Я никто, я просто... У меня есть только один мозг, я читаю, посмотрю разные источники, постараюсь иметь какое-то свое мнение. Что я видел в течение этих 13 дней? Украинские люди реально, с запада до самого востока, реально они, скажем, противостоят. По-моему, это реально самый большой месседж, самое большое общение, которое они дали вот это президенту, да, по-моему. Они точно не ожидали такое противостояние именно от людей. Когда мы видим ролики, настоящие ролики, проверенные ролики из Мелитополя, из Херсона, из Николаева, и даже вот из Харькова, Харьковского региона области. Вот, люди против этому нападению. И хочу тоже обратить внимание, что когда вот я был первый раз в 2007 году, 2008 году, я могу вам, скажем так, дать гарантию, что украинские люди не были такие, скажем так, националисты. Они были спокойные, мирные люди. А события 2014 года, да. Крым и Донбасс. Развернули их вот, и реально господин президент, он как минимум, он, как называется, у него получилось реально создать это националитет, создать какую-то страну, дух, национальный дух, потому что раньше этого, по-моему, да? было меньше, да, это было меньше. Да. И было типа восточный час, было западный час, а сейчас реально видим с востока до запада везде, в Киеве и в Одессе люди помогают друг другу, там реально сколько ролики, блоги, помогают старикам, детям, матерям. Вот президент господин, он хотя бы, вот, спасибо им из-за этого, реально создал вот это чувство одного народа, все вместе, без Запада, без Востока, но все вместе. Вот. Наоборот, если ответить на твой вопрос, по-моему, еще, потому что они тоже стали злой, они, я говорю, вот это
русские агрессоры, мы им ничего не делали, и они нам нападали. Вот я первые 3 дня, вот я так и плакал. Вот я выпил, моя жена говорит, ты реально пьешь. И я говорю, нам нападали. Вот. Большие противостояния. Я даже вот с самого сердца, все-таки для меня Украина уже выиграла. Если они, вот это агрессоры, даже завтра убьют Зеленского, кого-то, вот Януковича или какой-то Петровича поставлять как какой-то Президента. кукла, да? Да, какой-то кукла. Я вам говорю, его убьют через 10 минут. Потому что это надо, вот я всем так говорю, своим любимым друзьям, надо посмотреть всегда на большую картину. Сегодня в Украине очень понятно, что украинцы и русские, может быть, какой-то близкий народу, но они разные. Украинцы, они любят свою свободу. Вот, свободные люди. В Украине есть свободные выборы. У нас даже может быть комик какой-то президент, но пришло время, он стал реально стальный человек. Поэтому, а в России там нет, как называется, вот, автократичная страна, нет, скажем, выборов демократично уже 20 лет. Что-то кричишь на улице, тебе заберут ОМОН, как их называют. Вот, поэтому... Да, даже сейчас проводят протесты, да, они проходят, да. и спасибо россиянам, которые выходят все-таки. Забрали сколько людей? Сколько я читаю в медиа, около 10 тысяч уже забрали. Там нет, свободно СМИ уже нет. Даже «Эхо СМИ Москвы», нет, который... «Эхо Москвы» закрыли, канал «Дождь» закрыли. «Эхо Москвы» это вообще смешно, потому что они выходят в группу «Газпром Медиа». Даже свою они закрыли. У них нет, скажем так, даже, как на русском говорят, вот нет места для... другого нет мнения. толерант, нет. Да, другого мнения нет. Да. Но потом, по-моему, наши зрители будут подтверждать, там был какой-то вот движение, типа мы скучаем за Советского Союза. Вот. По-моему, из-за этих санкций, все, которые море санкций, там реально будет Советский Союз, какой-то Северной Кореи, очень скоро через... И для меня в душе даже, мне тоже плохо для обычных россиян, потому что они реально там как будут жить, я не знаю, но я знаю, что происходит в Украине, и, наверное, это цена. Да. Вот. Сегодня у нас умирают, у нас умирают мирные люди, дети, а там в ТВ, в СМИ покажут... Рушится инфраструктура, да, рушится даже, я не знаю, жилой фонд, дома людей. Да, мы будем перестроить, я уверен. И для меня, вот 13 дней, Украина уже выиграла. Там есть такая душа, вот, национальность, вот, мы типа украинцы. Это будет всегда выжить, и мы будем перестроить страну, там даже нет вопросов. Да. Я сегодня читала в новостях, что Морган Стэнли прогнозирует дефолт в России к середине апреля. Ну, не только Морган Стэнли, но и, в общем-то, понятно, что даже если не будет дефолта, но будет значительное ухудшение экономической ситуации, так как санкции затронут, ну, в общем-то, практически всех людей. И смотря... Понятно, что, конечно, какая-то часть россиян никогда не выезжала за границу, никогда не покупала Баленсиагу, никогда не меняла евро и, не знаю, что там еще, не покупала моцареллу, но все равно выход стольких предприятий и организаций из России, это значит, что рабочие места тоже будут исчезать просто, и, в общем-то, у этих людей не будет скоро денег абсолютно ни на что, то есть останется нетронутым только бюджетный сектор, но и там будут урезания. Я думаю, возможно отброс уровня жизни до уровня 90-х годов, а то, может быть, и конца 80-х. Время нам покажет. Да. Время нам покажет. Ну, я не хочу быть тоже долго, но когда вот
у меня любимые блогеры, они какой-то аматоры, ну, Мгм. travel-блог, они путешествуют, реально добрые люди, хорошие аматоры, ну, просто путешествуют, постят ролики. Эти люди стали беженцами. Вот, и даже не надо идти долго, семья моей жены уже живут где-то в Каменце, Каменец-Подольский. Большой привет, кстати, Каменце. Вот, у этих людей только есть свой дом, всю свою жизнь там. Обычные, хорошие, добрые, мирные люди. Нет, уже не живут в свой дом, живут у какого-то Петровича, далеко, там 500 километров от своей квартиры. Что будет с квартирой, Бог знает только. Вот, да, я полностью согласен с твоими даже вот прогнозы Моргана Стэнли, там без проблем. Но в самом конце это вот ад, который живут украинские люди, это, ну как называется, это нет слов, это я не хочу сказать, там нет Несовместить, цена, бесценный, да, 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 это невозможно бесценный. сравнить Уже потери. да, Да. да, уже покинули страну практически 2 2 миллиона людей, миллиона, это да. беженцы. Вот представьте, я как экспат-профессионал переехал из Дубая в Женеву, это реально сколько там, 3-4 месяца, чтобы я адаптировался, вот, моей жене тоже. А эти люди, упали бомбы, брали, как называется, тревожные чемоданы, 2, и все, Да, да, уехали. да. Это просто катастрофа человеческий, поэтому не надо было бы освободить так. Короче. Да, да, это все мне известно. Мой брат так уезжал из Твой Луганска. брат, твой Да, брат тоже, да. да, выражение «вскочил в последний вагон» стало очень Да, правдивым. Он сел в поезд, абсолютно. было очень опасно выходить из дома, садиться вообще в машину, ехать поездом. Он рисковал, но все-таки он решился и с 2 чемоданами выехал под обстрелами из Луганска, а на следующий день на вокзал или на дорожные пути упал снаряд, и все, и больше поезд не ездил, к сожалению. Да. В общем, все это нам известно, все мы слышали Желаю уже мира. много Да. этих историй, уже мы знаем, Да. и желаем только мира и скорейшего Да, разрешения абсолютно. этой ситуации. Да? Посмотрим, что будет, как будет, но это очень, по-моему, большое событие в мировом уровне, и которое, по-моему, никто не ожидал. Реально, даже Никто не ожидал, профессионалы. конечно, да. Вообще, да. Удачи Возможно, и мира. если и ожидали, но не в таком масштабе, далеко не в таком Да, масштабе. да, вообще, да. Просто, да. Что ж, Эрман, спасибо за твое время сегодня, за то, что Пожалуйста, поделился своими впечатлениями, рассказал нам о пожалуйста. своей жизни в Украине, о своем мнении о происходящих событиях. Надеюсь, мы с тобой еще запишем не одно видео. Как хотите. Да. Пожалуйста, пожалуйста. И Спасибо. хорошего вечера всем. Спасибо всем зрителям. Лайкуйте видео. Я так говорю, лайкуйте и типа как называется, ну, subscribe. Это как на русском? Подписывайтесь. Подпишитесь. Подпишитесь Да, на да, канал. подписывайтесь. Я много смотрю, я просто забыл. Подпишитесь на канал, еще поставьте Лайк. жирный лайк. Вот. Жирный лайк. Говорил бы Сан Саныч, он тоже блогер из Одессы, он говорит, поставьте типа жирный лайк. Типа. Спасибо Хорошего тебе вечера, большое. спасибо. Да. Да. Мира, удачи всем. Спасибо, да, Пока. действительно. Пока. Да.